Мбаппе покинет ПСЖ, Ливерпуль может подписать Федерико Кьезу, Барселона заменит Хави Томасом Тухелем, Реал хочет вернуть Мартина Эдегора. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Игроки Ювентуса Федерико Кьеза и Филипп Костич могут покинуть туринский клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Руди Галетти у себя в Твиттере. По его информации, руководство Бьянконери открыто к продаже обоих атакующих футболистов. Если клуб получит приемлемое финансовое предложение по игрокам, то не будет препятствовать их уходу. Также, по информации Tuttosport, Федерико Кьезу может подписать английский Ливерпуль. Главный тренер мюнхенской Баварии Томас Тухель может продолжить свою карьеру в каталонской Барселоне. Об этом сообщает Диарио Спорт. По их информации, Барса рассматривает вариант с потенциальным назначением Тухеля на пост главного тренера команды, который станет вакантным после ухода Хави в конце текущего сезона. Каталонцы готовы предложить сотрудничество немецкому специалисту, если тот летом покинет Баварию. Сам Томас Тухель знает, что президент Барсы Жоан Лапорта является поклонником немецкой тренерской школы. Кроме того, руководитель Блауграны рассматривал вариант с назначением Тухеля на замену Куману в 2021 году. По информации Мундо Депортиво, представители 50-летнего тренера уже предложили его услуги Барселоне. А журналист Тоби Альтшафель сообщает, что руководство Баварии не планирует принимать скоропалительного решения в отношении главного тренера команды. По информации источника, немецкий специалист не лишится своей работы и в воскресенье будет руководить мюнхенцами в матче 22-го тура Бундеслиги против Бохума. Тоттенхэм в предстоящее летнее трансферное окно готов сделать Барселоне серьезное предложение о покупке вингера Рафиньи, сообщает Sport.ES. По их информации, для подписания бразильского игрока атаки боссы Шпор готовы выделить до 70 миллионов евро. Руководство лондонского клуба привлекает опыт выступления футболиста в английской премьер-лиге. Рафинья перешел в Барсу из Лидса летом 2022 года за 58 миллионов евро. Центральный полузащитник Бенфики Жуау Невиш может перейти в один из европейских топ-клубов этим летом. Об этом сообщает журналист Экрем Канур у себя в Твиттере. По его информации, на приобретение 18-летнего хавбека всерьез претендуют ПСЖ, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Представители этих клубов в ближайшее время попытаются выйти с предложением о покупке молодого полузащитника на руководство Бенфики, воспитанником которой является Невиш. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Трансфермаркт 45 миллионов евро. В мадридском Реале считают, что время Луки Модрича в клубе подошло к концу, сообщает Релева. По информации источника, прощание с Модричем ближе, чем когда-либо. Его цикл в клубе, который длится уже 12 лет, закончился. В Реале уже думают о прощании с игроком на высоком уровне. Лука выступает за Реал с 2012 года. С мадридским клубом хорват завоевал 24 трофея, в том числе побеждал в Лиге Чемпионов 5 раз. Журналист Экрем Канур сообщает, что сразу несколько команд из Саудовской Аравии претендуют на подписание 38-летнего игрока. Отмечается, что сам футболист положительно смотрит на смену команды. Барселона отклонила предложение мюнхенской Баварии в размере 75 миллионов евро за трансфер Рональда Арауха. По информации СМИ, трансфер Арауха в стан баварцев этим летом будет под угрозой из-за возможного ухода Томаса Тухеля. Именно немецкий специалист хочет видеть уругвайского защитника в команде. Действующее трудовое соглашение Арауха с клубом из Каталонии рассчитано до лета 2026 года. Президент Кристал Пэлас Стив Пэриш решился на увольнение Роя Ходжсона с поста главного тренера. Некоторые руководители Пэлас давно настаивают на расставании со специалистом, но Пэриш сохраняет веру в старейшего тренера в истории премьер-лиги. Пэриш надеялся отложить смену главного тренера до лета, когда истекает контракт тренера, но неудачный отрезок, 3 победы в 19 последних матчах, подтолкнул его к тому, чтобы действовать сейчас. Как сообщает The Guardian, в конце концов Пэриш согласился на увольнение Ходжсона. Более того,
Пэлас уже определился с заменой для англичанина. Орлы обратились к Оливеру Гласнеру, который находится без работы после расставания с Айнтрахтом в конце прошлого сезона. 49-летний специалист, который выигрывал с Айнтрахтом Лигу Европы в 2022 году, уже дал свое согласие на работу в клубе. Защитник мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис хочет играть за мадридский Реал, сообщает Марка. Первые слухи о существовании переговорного процесса между сливочными и представителями Дэвиса появились еще в конце 2022 года. Контракт Альфонсо с немецкой командой действует до лета 2025 года, а его рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро. Полузащитник Арсенала и сборной Норвегии Мартин Эдегар может вернуться в Реал. Об этом сообщает журналист Экрем Канур. По его информации, сливочные в предстоящее летнее трансферное окно готовы предпринять попытки по подписанию норвежского хавбека. Конкуренцию Реалу готов составить ПСЖ. Отмечается, что обоим грандам будет непросто убедить полузащитника покинуть Арсенал этим летом. Ориентировочная стоимость футболиста 90 миллионов евро. Футболист Ювентуса Бремер в предстоящее трансферное окно может сменить клубную прописку. По информации Экрема Канура, руководство туринского клуба готово расстаться с игроком обороны исключительно за сумму в размере не менее 75 миллионов евро. Отмечается, что на бразильского футболиста претендуют мадридский Реал, Арсенал и Манчестер Юнайтед. Бремер оказался в Ювентусе после перехода из Торино летом 2022 года за 44 миллиона евро. А на данный момент его ориентировочная стоимость составляет 50 миллионов. ПСЖ приблизился к подписанию центрального защитника Лиля Лени Йора. Об этом сообщает Экрем Канур. По информации источника, представители парижан договорились с молодым игроком обороны и его агентами о персональных условиях контракта. ПСЖ осталось согласовать с Лилем сумму компенсации за Йоро. Отмечается, что на защитника продолжают претендовать такие клубы, как Реал, Бавария, Челси и Манчестер Юнайтед. Сам Йоро находится в системе Лиля с 2017 года. Похоже, что сага Кильяна Мбаппе подходит к концу. По информации Фабрицио Романо, нападающий ПСЖ сообщил президенту французского Гранда Насеру Аль-Хилейфи о том, что он покинет клуб по окончании сезона на правах свободного агента. По его информации, на текущий момент условия ухода нападающего из клуба еще не полностью согласованы, поскольку Мбаппе не выполнил все обязательства перед клубом. Также Фабрицио сказал о том, что у Мбаппе на руках уже есть предложение от мадридского Реала. Отмечается, что предложенная зарплата намного ниже, чем предлагалось летом 22-го. А еще на эти новости у себя в Твиттере отреагировал Арельен Чуамени. Ранее игрок заявлял: «Мбаппе мне ничего не говорил, но даже если бы и рассказал, я бы вам не сказал». У Грэма Поттера появился вариант вернуться в английскую премьер-лигу. Об этом сообщает The Telegraph. Кандидатуру Поттера всерьез рассматривает Вест Хэм. Грэм может заменить у руля молотобойцев Дэвида Моэса.